Спартанский сезон был и остается страшным. Не столько для обычного игрока, сколько для танкистов. Шо ты танкист? Ведь именно в этом сезоне нам подвезли не только танкового юнита в лице спартанцев, но и отряд застрельщиков, заставляющий биться в конвульсиях всех ненавистников арты. Есть пробитие. И именно разбору этого отряда будет посвящен сегодняшний ролик, и до кучи обсудим пригодность лаконских копий, их смысл и обоснован ли хейт в сторону этого отряда. Вы на канале Лорда Говарда. Поехали! Как обычно, начнем с погружения в статы, и здесь я остановлюсь на том, что действительно играет роль. Первая — скорость отряда. Она здесь представлена параметрами в 6,7 единиц. Если учесть, что почти вся пехота передвигается со скоростью 5,5 единиц, а показатель конницы с пиками до недавнего времени был 7,0 в среднем, но позднее потянут до 8, получается, что эти ребята просто колоссально быстрая пехота. Второе — хитпоинты. Лаконские копья имеют 10к хп с хвостиком, при показателях защиты примерно по 3 сотни. Это значит, что ложатся они с той же быстротой, что и любые лучники фиол ранга, превосходя лишь в 1-2 тычки живучести за счет здоровья. А если посмотреть на остальных собратьев-застрельщиков, то и вовсе не имеют щитов, что делает их стеклянными. Третий показатель — урон. В отличие от остальных застрельщиков, у лаконских копий урон превалирует над пробитием по проникающему типу, а значит, они имеют более стабильный ДПС, но в то же время с очень маленьким крит шансом. Это сделано разрабом не случайно. Атаки лаконских копий приходится сверху, пикируя по головам отрядов. Так как это считается уязвимым местом, подобная разность в статах — пример попытки забалансить критические попадания. Соответственно, для повышения урона вам потребуется поднимать именно показатель пробития брони проникающего типа. Теперь опишем способности. Первая способность — град копий выпускает копья в ближайшего противника от каждого юнита вашего отряда. Цели ваши воины выбирают автоматически. Данный скилл присутствует у всех видов застрельщиков из известных мне и не несет в себе ничего нового. Так же, как и у них, работает ущербно, иногда выбирая цели за стенами, после чего весь выпущенный залп втыкается в те самые стены. Имеет небольшой радиус таргета, абы какую настильность, никудышную точность, так как юниты отряда кидают копья не наперед по ходу движения врага, а в точку, где был противник в момент прожатия скилла. Кулдаун этой способности 10 секунд после использования, и, как ранее упомянул, ввиду превалирования урона над пробитием крайне плох, в отличие от собратьев по касте. Второй же скилл куда интереснее. Славный рывок позволяет вам разогнать отряд по прямой траектории. Длительность этого разгона 5 секунд. В эти 5 секунд для вас открывается уникальный тактический вид сверху и новая способность — олимпийский залп. И здесь остановимся поподробнее. Если кратко описать эти два скилла, то разбег наращивает мощность броска, а олимпийский залп указывает область, в которую упадут копья. В тактическом виде у вас есть поле сведения и круговая область. Круговая область — это и есть способность олимпийский залп, грубо говоря, это точка, куда копья упадут. Область сведения — это голубая трапеция, то есть границы вашего броска. От начала старта разбега область сведения будет постепенно сужаться к его окончанию. Если кинуть копья за пределы этой области, они дадут полувялого и бездушно пикируют в непонятной траектории. Механически, конечно, скилл попытается вам не дать вылезти за пределы области сведения, однако бывают моменты, когда это происходит, что расценивается как баг, ведь подразумевается, что круг должен быть ограничен рамками трапеции, словно клеткой. Также, если вы не успеете кинуть копья за время разбега, то есть за 5 секунд, скилл просто отменится. Обратите внимание, что между отрядом и областью сведения есть слепая зона в размере 70 метров, как и у мортиры, к примеру. Также в момент каста скилла просмотр тактического вида можно на время отключить, нажав на Escape или правую кнопку мыши, и позднее вернуться к нему, жмякнув цифру 2 повторного скилла. Также не обязательно и протягивать мышь вперед для каста разбега, достаточно будет щелкнуть в нужном направлении, ведь даже если вы скастуете разбег под себя, отряд все равно пробежит в указанном направлении полную длину пробежки. Еще вы можете разворачивать отряд быстрым применением второго скилла и отменяя его. Это вам может пригодиться для броска первой кнопки, чтобы задать направление сразу и не ждать сведения. Но будьте внимательны, если вы зажмете блок, героя
и одновременно кастанете предпросмотр этого скилла цифрой 2, то герой оставит держать блок после каста или отмены. Чтобы вернуть его в прежнее положение, необходимо опять нажать на правую кнопку мыши. Но это мы бегло разобрали скилл при условии, что поверхность ровная. Если же вы попытаетесь кинуть копья в ограниченном пространстве на извилистой поверхности, то будьте готовы, что вне зависимости от направления, что вы задали, отряд может побежать вообще в другую сторону. И дело в том, что пробежка поддается ландшафту. И если по ходу движения юнита развернет, ваша область сведения развернется вместе с ним. В отряде, как правило, есть несколько направляющих юнитов, скажем, ключевых, от которых зависит показ области броска. Они выбираются рандомно. Стоит и упомянуть, что настильность вашего броска автоматически подстраивается под препятствие, то есть если препятствий на пути нет, то траектория броска будет почти прямая и быстрая. Если впереди есть хоть какое-то препятствие в виде стены или забора, даже самого маленького, отряд кинет копья с высоким настилом и длительным полетом, пытаясь заведомо перебросить уступ. Это полезно знать и использовать в зависимости от ситуации. Еще предлагаю обратить внимание на левый нижний угол. В момент разбега вы набираете силу броска, что бустит урон от вашего выстрела. Это отражено индикатором над полоской хп отряда в виде копья. Максимальный урон достигается у основания пики схематичного дротика. Ну и напоследок, дротики со второго скилла падают идентично по строению вашего отряда. Соответственно, площадь удара скиллом будет регулироваться вами построением. А после метания дротиков любым скиллом отряд и вовсе останется на месте на 1,5 секунды без возможности двигаться. Поэтому судорожные попытки убрать отряд из замеса сразу же после броска отнюдь не будут успешными. Ну и, наверное, не стоит говорить, что раскидка должна быть под открытым небом, иначе вы банально с птичьего полета нифига не увидите, кроме крыши. Зная скиллы, теперь мы можем поговорить и о ветках прокачки. Нижняя предусмотрена для быстрого отката первого скилла и по сути не является эффективной по причинам, оговоренным ранее, а вот верхняя ветка бустит и наш бросок с пробежкой, то есть второй скилл и ключевую механику отряда. Несмотря на то, что стоковый урон отряда не такой большой из-за малого пробития, верхняя ветка дает нам процентный урон с кровотечения, если мы попали вторым скиллом по врагу. В среднем это около 1500 чистого урона с попаданием в цель с хп от 15 тысяч, то есть по тяжелой пехоте, поэтому качаем их вверх. Ну и трактаты. Здесь без каких-либо новшеств. Два стандартных трактата на застрелов. Это атака дротиками и урон дротиков. Также обязательно уникальный трактат застрельщика 2, так как он бустит нам пробитие. Сильнейший буст мы берем родным трактатом гибкая форма, который увеличивает скорость и урон на целых 5%. А вот крайний слот я предлагаю заткнуть уроном героя. И все из-за того же пресловутого буста пробития, что будет эффективнее того же урона отрядов. Однако, поставив урон отрядов, вы не сильно почувствуете разницу. В общем, ставьте что-то из этого. Итак, вот мы подошли к вопросу, зачем вообще нужен этот отряд. На самом деле, затем же, зачем нужна и мортира. То есть добираться до скоплений врага, который устроил бункер где-нибудь за углом, куда лобовая атака влечет много потерь для союзников. Плюс этого отряда, несомненно, в том, что это застрельщики, а значит быстро выводят из строя щиты, продлевая еще урон кровотечением с нижней ветки прокачки. Есть куча мест и карт, где уже можно прогнозировать такие скопления. Излюбленные места для установки нескольких пачек лучников и прочего добра. При этом лаконские копья способны залить урон в идущий замес, где основная его часть среди толкучки юнитов уходит в героев, делая их отряды неуправляемым мясом после нока владельца. Еще не так дискомфортно и чувствует себя этот отряд на открытых картах, ведь является достаточно быстрой пехотой, способной маневрировать вражеские погони. Однако стоит отметить, что такой отряд не стоит пикать больше одной штуки в катку, и нужно достаточно понимать игру, чтобы применять его на максимум. Пикая лаконские копья, ты должен четко понимать, где, как и против кого ты будешь ими отыгрывать. Тут же стоит отметить, за лаконские копья придется смотреть на 360 градусов, держать позиционку и менеджментить очень много действий. Читать противника, карту, постоянно быть в движении, следить, чтобы поток залпов не прекращался, вовремя сводиться и так далее. Если вы надеетесь взять их и одной кнопкой рубить киллы, то так не выйдет. Отряд имеет небольшой ДПС и собирает фраги с миру по нитке, а также у вас
не получится стоять и сторожить этот отряд, как сторожат каких-нибудь лучников. Если хотите его реализовывать, придется очень много двигаться, в среднем гораздо больше даже фронтлейновой пехоты. Легче это описать как думать и действовать одновременно, что не так просто в контексте переключений с тактическим просмотром. Несмотря на то, что у отряда крутой потенциал и есть катки, где, как я считаю, его специфика сильно необходима, в сторону лаконских копий существует много гнева от игроков. Я считаю, что это справедливо, ведь условий у отряда достаточно много и он действительно сложный. Поэтому многие юзеры, не справляясь с требованиями к этой единице, сыскали предвзятые отзывы. Один из пиковых аргументов в сторону бесполезности данного отряда — кулдаун между бросками. Дескать, копья раз в 15 секунд, ну слишком долго. И тут я могу немного парировать такую точку зрения. Во-первых, между бросками лаконских копий намного меньше времени при правильной позиционке, ведь отряды застрельщиков призваны саппортить пехоте и зачастую должны держаться достаточно близко к ней. Следовательно, расстояние геймплея этого отряда должно позволять кинуть второй скилл, следом первый и опять идти на второй. Таким образом, среднее время между бросками 4-6 секунд. При этом, ввиду периодического кровотечения, отнюдь не всегда этому отряду требуется пиковый разгон, и 75% их залпов — это бросок с полшага. Второй же аргумент — малый урон. Это действительно так. Чтобы нанести достаточно урона для уничтожения тяжелой пехоты 1 на 1, требуется по меньшей мере 3-4 подхода, но упускается нюанс, что цель этих застрелов при заряде в такую пехоту — убить ее владельца, а не солдат. И с этим они справляются отлично, а вот с пехотой пусть разбирается пехота. Если говорить о фрагах юнитов, они зарабатываются почти всегда на выстреливании в лучников, позиции которых часто открыты для переброса через стену с полкарты. Но есть и нюанс: в половине случаев вам придется видеть область броска, что часто подводит вашего героя под удар врага. Ну и третий аргумент, и, к сожалению, с которым мне придется согласиться на все 100, чтобы условные пешие рыцари, паладины, Спарта, прочие форманули себе полсотни фрагов, требуется нажать, 3-4 кнопки. Чтобы тот же стат добрать лаконским копьям, кнопок 16 и очень много судорожных действий. Конечно, это цифры с потолка, без учета разных условий, но думаю, посыл вы поняли. Поэтому сам по себе отряд не окупает вложение труда в его игру. Да и сама игра вас не будет поощрять, ведь для того, чтобы перебраться за отметку в А+, помимо киллов вам нужно и впитывать урон. Причем отряд больше призван добивать, нежели вносить существенный дамаг. Мне лично доставляет читать макроэлемент боя, именно поэтому меня привлекает этот отряд с тактическим применением. Но если судить объективно, в тот же ранкед я бы его не брал. Хотя... Ладненько, надеюсь, для вас эта информация была хоть как-то полезной. В скором времени я выпущу видеонавигатор по каналу для подписчиков, а значит, подписывайся, чтобы его увидеть. Не забудьте спустить глазки в описание, ведь если в ролике есть недочеты, которые вскроются после обновления от разрабов, или какие-нибудь ошибки, правки всегда будут под видео, но спустя определенное время. Причем под каждым видео, а ошибки у меня были, правки присутствуют, так что можешь и прошлые чекнуть на всякий случай. Кстати, с момента моих предыдущих разборов разраб много чего подкрутила, а значит, как докачаю мастерство, выпущу и фикс по всем разборам отрядов до этого момента. Поэтому у тебя есть время, чтобы и их посмотреть и быть в теме. В комментариях я выкладываю промокодики, а опытные игроки могут высказывать альтернативное мнение, что тоже полезно, поэтому чекай комменты и пиши свои. Ну и не забудь лайкнуть видосик. Я старался, а твой клик поможет с продвижением нашей любимой игры. С вами был Лорд Говард. Покеда!